Друзья, всем привет! Пришел на избу. Время почти 12 часов дня. Хочу попробовать здесь хариуса половить в этих местах. Пить охота, конечно, вообще смертно. Хоть на улице прохладно, но идти все равно жарко. Вот в этой курточке она весь сопрел. Так, что-то ведро какое-то. По-моему, это не то ведро под воду. О! Вот это уже то ведро под воду, чистенькое. Нормально. И что такое? Чай, что ли, гранулированный, просыпан. Когда я весной последний раз здесь был, дров была вот такая гора. Кто-то еще чурку такую березовую привез тут. Но дров тут достатки. У меня еще в предбаннике там дрова наколоты. Специально сохнут, лежат. Сейчас дрова в принципе ни к чему. Лето, больше осенью. Но если только дожди будут, подсушиться. А так печку можно не топить. Сейчас немножко посижу, передохну и пойду за водой. Возьму еще свой котелок, чайничек, может, наберу, и ведро это возьму. Водичка прозрачная, уровень, конечно, выше, чем вот летом. Обычно здесь бывает, но не намного. В принципе, если хариус есть, я думаю, должен клевать. Сейчас эту воду унесу в избу. Надо, наверное, что-то приготовить или чаю попить, не знаю. Есть, конечно, вообще неохота с дороги, больше пить. И ближе к вечеру, наверное, сходим прогуляемся здесь. Вот это, на этой яме порыбачу и туда выше сходим. Взял, конечно, еще палатку с собой, так как были мысли вообще еще выше туда уйти. Но не знаю как, посмотрим. Если здесь рыба будет клевать, то смысла не вижу. Идти дальше, выше туда. Там, конечно, места поинтереснее, но идти отсюда километров 6, наверное, точно надо. А ты сбывал? Хариус прыгнул. Ладно, там как раз вот бережочек такой хороший, можно на спиннинг половить. Пока шел, каких-то цветочков нападало. От лютика, что ли, или от купальницы. Купальницы вроде не было. Покушаю, наверное, на улице. Ветер северный. Комаров не так много. Ну, в принципе, прохладно. Нормально можно будет сидеть за столом. Ай. Мушка в глаз залетела.
Одел флиску. Прохладно уже становится. Ветер северный дует. Все, чайник почти готов. Сейчас заварю вермишели быстрого приготовления с тушенкой. Попью чаю. Ну, как бы вот так вот. Больше, конечно, пить хочется, но поесть тоже надо. Все, готов. Чайничек маленький, литровый, вскипает просто моментально. Очень быстро. Я думаю, пойдет. Поесть можно. Опять забыл, как обычно. Нормально. Мне кажется, на блесенке он сейчас еще не будет брать. Рановато. Хотя... Пробую вот такую вот вертушку. Мэпс Аглия. Двоечка. С моим самодельным тройничком, с мушкой. Хариус здесь точно есть. Ух ты, хороший! Вот это да! Вот это Хариус! Отличный экземпляр. Грамм 400, может 350. Примерно такой. Все, иду дальше. Здесь один маленький схватил, сорвался, у берега упал, и еще что-то там тырмышево. Он тоже такой же, наверное, был. Нормального хариуса так тут ни одного и не видел. Странно, странно. Поднялась мошка. Так что, ладно, идем дальше. Пробуем. Так, я с одним хариусом и пришел на избу. Сейчас сделаю его на рожне. Подсолил уже. Прошелся, ну, наверное, километра полтора я по реке прошел вверх до третьей ямы. Но так поклевок я нормальных и не видел.
корочкой. Создам сейчас маршрут на GPS и посмотрю, сколько выйдет в километрах расстояние отсюда. Думаю, конечно, завтра стоит ли идти и как завтра будет погода с утра. В избушке хорошо, тепло, комфортная температура. На улице 7 градусов тепла. Минус 7 хотел сказать. Так. Друзья, всем доброе утро. Погода пока отличная. Пасмурно. 10 градусов тепла. Самая отличная погода для пеших походов. Ветра нету, вообще штиль, все стихло. Все, выхожу. Взял с собой палатку. Спальник, может быть, ну, скорее всего, что с ночи уйду туда. Там переночую. Сходим, проверим Хариуса, посмотрим. Ночью все равно был дождик. Иду вот таких вот гамашах от компании Maxi-Hot. Классная вещь. А так, конечно, все ноги сырые будут. Вот этот багульник. Трава, все сырое сейчас. Так что все, выдвигаемся. В избе прибрал, позавтракал. Мошка немножко есть. Комаров нету вроде. Так что рюкзак не сильно тяжелый, вещей немного. Покушать раза на 3, на 4. Но если рыба будет, будем рыбу готовить. Небольшой перерыв, дошел до озера. Можно было бы, конечно, взять здесь порыбачить, но цель похода, конечно, это таежная речка. На обратном пути половлю здесь. Скорость примерно 1,5 километра в час, максимум 2 иду, не больше. Это не по лесу идти. Вот такие лиственницы бывают невозможно переползти никак. Ни сверху, ни снизу. Обходишь. Это еще небольшая. Есть вообще такие здоровенные. Лежат. Просто огромные. Идешь максимально аккуратно. Вот самый главный принцип. И все. Не надо никуда торопиться в таких местах. Ладно, идем дальше. Какой красавец грибочек. Вот еще один. Смотрите, какой красивенький. Красноголовики такие. Все, я уже дошел до речки. Вот она рядом. Сейчас попью чаю и пойду дальше рыбачить. Здесь место не очень, надо идти еще выше, но палатку установил здесь. Уже тент поставил, все подготовил, спальник туда положил. Немножко так вот, хоть он немножко проветривается. Место хорошее здесь. Спиннинг в этом походе у меня
Максимус Маник 5.25 с тестом как раз подхарился. Есть 7.35, а этот 5.25. Вот эта яма. Вон хариус прыгает, вот хариус скачет. Вот там вот на мели, на струе. Ну, хариус не крупный. О. Ну, вот такой вот. Его, скорее всего, что здесь очень много. Вон скачет. Ух ты! Есть. Вот этот уже нормальный хариус, средний. Весь тройник во рту. Его здесь просто кишит. Мелизги. Я вот вижу, за вертушкой бежит. Вот там вот на мели он скачет. Он прям полностью упрыгивает. Но тоже не крупный такой. Может, конечно, там и покрупнее экземпляра. Во! Ну что это за хариус? На каждый заброс поклевка. Опа. Есть. Тоже такой средний хариус. Нормальный. Маленький. Надо спускать по дуге, тогда поклевки лучше. То есть закидываешь вверх, и когда вертушка вот так вот разворачивается, а когда просто вниз кидаешь и против течения тянешь, то клевок в разы меньше. Есть. Вот такие хариуса уже заклевали. Хорошие средние хариуски. Отлично. Вся вертушка во рту. Весь тройник. Вот он под коряжником вот здесь вот стоит.
Этого отпускаю, небольшой. Мелюзга такая же. Это возможно надолго. Даже просветов никаких нету. Есть средний хорюсок, и до этого за ним еще один выходил, он тот крупнее был. Ноги уже все сыры, вот все по пояс. Прошел буквально от того места, где сидел под елкой, метров 200. Этот небольшой, отпущу его. Ну, в принципе, это он такой, как бы, полусредний. Штаны все равно все сырые. Такой же. Иди плыви. Вот это уже харюс нормальный. Вот он. Погнал под елку, опять дождь пошел. Ну, погода, конечно, никак не дает нормально походить. Я думал, уже все успокоилось. Нет, опять где-то тучка, видимо, нашла. Все сохнет на ходу. Быстро. Такого костра. Ветки под елкой всегда сухие. И плюс вот здесь стояла сухая ольха. Вот она. Хорошие дрова. Буквально 20 минут. И буду сухой. Времени много не займет. О, какой-то мотылек тут прилетел на огонь. Тоже, наверное, замерз. Вот они прелести таежной рыбалки за хариусом. Ломиться по кустам в дождь, потом сушиться у костра. А самое главное, чтобы рыба клевала. Когда еще рыба не клюет, то удовольствия мало, конечно. А когда видишь, что рыба здесь есть, она скачет. Тем не менее, хоть и не крупный хариус, но
все равно это приятно. Зная, что она здесь есть, можно задержаться, порыбачить, приманки разные попробовать. Схватил все-таки. Все, идем дальше. Тут больше не поклевки. Друзья, все, рыбалка заканчивается. Там все синее идет. Пошел сильный дождь. Я сырой весь насквозь. Че сушился толку? Потому что сейчас шел по кустам вот так вот. У меня не то что штаны, даже никакие гамаши не помогли бы. Я вот здесь весь сырой. До трусов вообще все. Насквозь. В сапогах хлюпает. Вот это погодка, конечно. Дождь-то сильный такой пошел. Вообще мощный. Хорошо, хоть ума хватило тент поставить, когда уходил. Думаю, ладно, приду поставлю. Сейчас бы и палатка, потому что палатка так себе. Протекет все. Вообще бы все было бы сырое. Опять дождь пошел. Все, я раздеваюсь. Это уже 18+. Снимать я это не буду. Весь сырой насквозь. Сейчас чуть-чуть потише стал. До этого просто ливень. Я уже под елку вот сюда вот залез, но кое-как тихонько высушился. Высушиться не проблема. Проблема то, что еще дождь идет. Вот проблема. То, что не заканчивается. Сквозь елку уже начинает пробивать. Вот такой дождь уже льет второй час. Чуть-чуть бывает потише. И вот такой сильный. Я уже сухой. Высушился полностью. Сапоги чуть-чуть, но нормально. Вообще нормально. Я даже не знаю, как почистить рыбу. Вот это самое. Не знаю, как сварить уху. Просто ливень идет. Я вот сейчас до речки дойду и буду весь сырой.
съем хотя бы хлеба кусок с паштетом. Ладно, может закончится. Вроде потише стал. Петухи сварить, рыбу поесть свежей. Хотел на рожне сделать, но я думаю, тут с таким дождем не сделать ничего. Успел, почистил рыбу. Где-то дождик чуть-чуть прекратился. Буквально на 5 минут и опять начался. Таежная романтика своего рода. Но когда дожди льют сутками напролет, то романтика быстро заканчивается. Зато нету комаров и мошки. Вот это огромный плюс. Но пускай лучше бы они были, чем такой дождь опять разыгрывается. Это с деревьев капает. Так дождя вроде идет, но очень-очень мелкий. С березы на тент капает. Еще один комар залетел. Когда не успевает и... А, это жук какой-то. Черный. О, как я долго мечтал сегодня в горячем бульоне, о ухе. Вот даже рыбы не хочется, а вот хочется именно вот что-то жиденького такого похлебать. Комаров уже в котелке нападало. Ужас. Друзья, всем доброе утро. Время 9 утра. Кипячу чай, доедаю вчерашнего хариуса. Решил здесь не оставаться, не рыбачить. Сейчас вещи собираю и ухожу обратно на избу. По пути хочу попробовать порыбачить на озере. Щуку, окуня. Ну, короче, там остановимся, порыбачим. Может, часа на 2, на 3. Вот так вот. Сегодня небо пасмурное, но вроде как бы оно такое светлое. Поднялся ветерочек, ветер северный. На улице прохладно. Комаров практически, ну, есть, но немного. Градусов 5, наверное, тепла. То есть вот такая вот температура. Все, я уже на озере. Самое-то главное, иду такой, сейчас попробую щуки половить. А у меня приманок же щучек нету с собой. Одни вертушки и поводков, самое главное, нету. Местами идет мелкий дождь, моросит. И как бы он то есть, то нету. Ну ладно, сходим попробуем. Порыбачим. Вот у тех кувшинок. Тут есть окунь на озере. Посмотрим, может окунь будет клевать. Заодно сделаю какие-то выводы для себя, для своего дневника. Ух ты! Плотва на вертушку. Хорошие тут экземплярчики есть. Что-то хорошее. Вот это окунек. Неплохой такой, грамм 350, наверное. Каких-то красных пятнах хвост и плавник вот этот задний. Вот, я не знаю, видно, не видно. Вот, наверное, на хвостовом плавнике видно. Такие точки красные. Что это такое? Ух ты! Чуть поменьше. Хочу попробовать на тенкару.
Сейчас такие всплески тут были. По-моему, крупная сорога. Попробуем. Есть. Отличный экземпляр. Вот она. Первая сорожена на тинкору. Ой, какое удовольствие. Еще одна такая же плотвица, уже покусанная. Вот щука, наверное, хватала ее у заднего плавника и снизу. Вот. Такое, конечно, удовольствие просто зашкаливает ловить, еще особенно на такую снасть деликатную. Плотва крупная. Ё-моё, это кто там? Вот это плотвище. Грамм 250, наверное. Вот на такую нимфу желтого цвета. Вот она. Даже в руку еле помещается. Вот это окунь попал на ту же мушку. Вот она, нимфа желтая. Вот это рыбины. Удовольствие колоссальное. Тянешь прям. Такие окуни-то еще хорошие. Такого окуня даже на спиннинг удовольствие ловить. А на такую снасть это вообще, конечно. И плотва крупная. Отличный уже результат. Но щуки пока вот ни одного выхода не было. Вот спиннинг я кидал сейчас здесь до этого. Я просто ничего не поймал и поэтому не показывал. Ни одного выхода не было. И, кстати, окунь тоже не клевал на вертушку. А вот на тинкору взял один. Еще один окунь. Тоже неплохой. На ту же самую мушку. Отличные экземпляры. Перестала клевать. Как отрезала, сходил вот туда, попробовал. Там тоже не поклевки. Вернулся обратно сюда. Попробую на вертушку. Все-таки. Может быть, заклюет. Не знаю. Ух ты. Ух ты. Ну давай. Есть. Этот уже такой. Пойдет окушок. Завертушка идет оттуда с глубины. Тычет. Вот у самого лопухов схватил. О, там сразу взял. Вот этот нормальный. Это хороший окунь. Вот это окушки. Ну вот такая вот выдалась рыбалка на этом озерке. Я уже все собрался.
начался мелкий дождик. Выхожу на избу, варю там уху, отдыхаю и все. От избы ходом домой. К вечеру надо дойти, время 2 часа дня. Пока сейчас еще до избы дойду, километра 2,5, 3 примерно такое расстояние. Так что все, всем пока, до новых встреч на канале, всем удачи, берегите друг друга, всем главное здоровье. Это самое главное.